Друзья, всем привет! Продолжаем строительство нашей перестроечки на даче. И, как видите, работа активно идет. Мы очень хотим сделать максимально много и быстро до лета, чтобы дальше отдыхать. Но сегодня я хочу вам рассказать про то, как мы заливали стяжку пола. Стяжку мы будем делать при помощи жидкого самонивелира, а именно цементного самонивелира. Цементного, потому что у нас будет неотапливаемое помещение, и плюс это влажные помещения кухня и санузел. Изначально у нас залита черновая стяжка бетоном, об этом я рассказывал в предыдущих видео. Получилось достаточно ровно, местами, конечно же. Средний перепад составляет от угла до угла примерно 2,5 см. Поэтому мы будем примерно на такую же высоту и заливаться. Нужно досконально промерить все помещение и найти места с буграми, ямами и самый высокий угол. Тогда получится залить все ровно. Перед тем, как заливать, нужно обязательно пройтись по всей стяжке, убрать весь мусор, который мы туда налепили во время штукатурки и шпаклевки помещения. А мусора этого оказалось достаточно много. В дальнейшем всю мелочь, конечно же, убираем строительным пылесосом. Помещение должно быть полностью обеспылено, тогда стяжка хорошо ровненько разольется, не будет никаких трещин, сколов и ничего не отойдет. Перед началом работ обязательно грунтуем. Причем, напоминаю, грунтуем всегда в 2 слоя. Иначе вода из самонивелира сразу же уйдет в бетон, он очень быстро высохнет и лопнет, пол получится неровным. Заранее открыл люк, который ведет у нас на чердак, а на чердаке открыл окно. Ведь нужно понимать, что во время заливки влажность в помещении будет просто дичайшая, и куда-то этой влаги нужно уходить. Тем самым будет проветривание. Но боковые стекла обязательно надо закрыть, иначе будет сквозняк. Это тоже негативно влияет на стяжку. А дальше грунтуем. Грунтуем просто кисточкой, хорошо промазывая все места, чтобы нигде не было ни луж, ни сухих мест. Причем в работе задействована вся семья. Наша малышка всегда нам активно помогает. Ей самой интересно, и нам помощь, ребенок чем-то занят. Грунтуем помещение и ждем, пока пол высохнет. Нужно на это примерно часа 2, а в дальнейшем будем грунтовать вторым слоем. Причем грунтовать нужно очень хорошо. Нужно обратить внимание, чтобы обязательно вода не уходила в бетон, иначе можно все испортить. На второй слой я уже использовал церезитовскую грунтовку концентрат. Как раз оставалось полбанки. Ее по полу и разлили. Ну что, помещение убрано, прогрунтовано, все просохло. И начинаем приступать к самому процессу заливки. А для этого нам потребуется куча самонивелира. В моем случае я посчитал, что нам понадобится примерно 25 мешков. На самом деле использовали 23 и 2 сдали обратно в магазин. А пользуем мы цементный самонивелир Тайфун номер 40. Почему именно его? Просто вопрос цены. Данный был самый дешевый в магазине. Также нам потребуется 2 строительных ведра емкостью в 20 литров и маленькая канистрочка на 5 литров. Ей будет как раз ровненько отмеряться вода. Ведь для замеса одного мешка самонивелира в 25 кг нужно 5 литров воды. Небольшой лайфхак. Если вы хотите, чтобы самонивелир сам хорошо, жиденько растекался по всему помещению и не оставался буграми, предварительно смочите пол. Тогда раствор будет очень хорошо по нему растекаться.
А вот сам процесс замеса. Изначально 5-литровой канистрочкой отмеряем 5 литров воды. Именно в моем случае 5 литров, потому что в инструкции данной смеси указано, что на мешок в замес в 5 кг нужно от 4,5 до 5 литров воды. И здесь, дорогие друзья, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к тому самонивелиру, который вы будете пользоваться, потому что разные производители на своей смеси заявляют разное количество воды, поэтому 5 литров не панацея. Очень не рекомендуется переливать воду, потому что вы, чем больше добавляете воды, тем больше снижаете прочностную марку по бетону именно вашей самонивелирующей смеси. 25-килограммовый мешок мы высыпаем в 5 литров воды, и получается полное 20-литровое ведро, которое в дальнейшем мы обильненько будем взбивать миксером, перемешивать. Я мешал просто дрелью. При этом самая дешевая дрель, которая опять же покупалась в начале сезона по акции в ОМИ, легко перемешала все эти вещи, легко мешает и штукатурку, и шпаклевку, и ничего с ней не происходит. Поэтому отличную дрельку я себе приобрел, очень доволен. Когда мешаете самонивелир, желательно, чтобы много воздуха туда в саму смесь не поступало. Чем аккуратнее вы будете мешать и на оборотах поменьше, тем меньше в дальнейшем у вас будет пузырьков на поверхности, меньше их будет выгонять. Конечно же, лучше использовать миксер низкооборотистый, специальный. Но в моем случае я просто на низких оборотах кручу дрелью. В принципе, все взбилось нормально. И много пузырей у меня в дальнейшем на поверхности не было. После даем смеси отстояться 5 минут и заново ее перемешиваем. Сам по себе процесс заливки достаточно простой. Переносим ведро, выливаем и смотрим, куда и как оно растекается. В дальнейшем немножко подравниваем гребенкой. В идеале, конечно, было бы хорошо выставить маяки для наливного пола, но так как у меня достаточно ровная поверхность и высота заливки не очень-то и большая, в среднем где-то от 1,5 до 2 сантиметров, то самонивелир сам растечется там, где мне нужно. Итак, берем ведро, выливаем и немножко подгребаем зубчатой гребенкой. Конечно же, было бы неплохо использовать еще игольчатый валик. Но, если честно, опять же, зайдя в Гипер и посмотрев на цену игольчатого валика, покупать его перехотелось. Как-то, неадекватно дорого он стоит. Поэтому аккуратненько все разравнивал гребеночкой, который укладывал блоки зубчатой. И хочу вам сказать, что она тоже, в принципе, неплохо сбивает пузыри. Воздуха сверху не было. 20 квадратных метров ванной и кухни мы залили примерно за час-полтора вдвоем с женой. Опять же, повторюсь, процесс простой. Мешаем, переносим, заливаем. Мешаем, переносим, заливаем. Получилось достаточно ровно. В дальнейшем, когда уже все это дело высохло, не было обнаружено ни ям, ни бугров. Поэтому ламинат на это дело ляжет просто отлично. А эта картина уже через 3 суток. На инструкции к данному самонивелиру указано, что первоначальную легкую пешую нагрузку можно на него давать от 24 до 72 часов. Обязательно ему надо просохнуть. Но даже через 3 дня пол был очень влажный, и ногтем можно было легко отодрать еще полоску самонивелира. Кажется, что от гребенки остались такие рифленые следы, но это не так. Это всего лишь легкий узор на бетоне. Бетон абсолютно гладкий. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайк, заглядывайте в описание, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем. Всем пока!